Всех приветствую на канале, и сегодня у нас необычный и очень потрясающий мастер-класс. А потрясающий он потому, что он два в одном. И по этому мастер-классу вы свяжете себе не только вот эту крутую ушанку, которая сейчас просто на пике популярности, но и обычную шапочку бини, потому что эта ушанка вяжется не как обычно, она состоит из шапочки, к которой потом снизу мы подвязываем ушки и козырек. То есть, к примеру, вы связали ушки и козырек, поняли, что ушанка вам не идет, к примеру, спокойно их распустили, у вас осталась простая шапочка бини. Вяжется эта шапочка бини и ушанка полой резинкой, но само тело шапочки вяжется таким длинным чулком, который потом подворачивается вовнутрь, то есть фактически лицевой гладью, а вот сами ушки и козырек, они выполнены полой резинкой. И, конечно же, ушанка имеет законченный вид, когда у нее есть кетлевка. Все-таки без кетлевки она смотрится достаточно топорно. Вы уже посмотрели фото этой ушанки на улице, я вам ее показываю на себе, она сидит просто круто. Связала я ее из пряжи ангары, как и вот этот кардиган. Я купила эту пряжу на Валберес, купила полкилограмма, и у меня получился полноценный такой кардиган свободного кроя, очень необычного. Ссылочку на мастер-класс я оставлю в описании. И получилась ушанка двойная, то есть она очень теплая, пряжа вообще классная, пушистая. Рекомендую вам ее к покупке. Огромное спасибо за вашу активность в комментариях в нашем сообществе. Вы меня вдохновили, зарядили. Я все-таки решила сделать этот мастер-класс и дарю его вам. Прежде чем начать вязание шапочки, нужно обязательно определить плотность вязания. То есть выполнить небольшой образец. У меня получилось, что 2 петли это 1,05 сантиметра. Дальше мы снимаем мерки. Это обхват головы. Расстояние между мочками ушей, оно измеряется вот таким образом. То есть от одного уха, мочки уха, через макушку головы до второй мочки уха. И необходим будет обхват шеи. От обхвата головы мы забираем 3 сантиметра. И 53 сантиметра это будет обхват шапки. Затем к расстоянию между мочками добавляем 3 сантиметра и получаем 47 сантиметров. Это высота шапки. Как я уже говорила, шапка вяжется как такая труба длинная, а затем одна часть подворачивается вовнутрь, и вот здесь вот на макушке обе части соединяются, за счет чего и шапочка получается двойной и теплой. И обхват шеи мы делим на 4 и получаем 7,2 сантиметра. Это расстояние между ушками шапки. То есть это непосредственно затылок. Основываясь на этих расчетах, вы можете связать шапочку на любой размер, как на детский, так и на взрослый. Дальше мы все сантиметры переводим в петли. То есть если обхват шапочки у меня 53 сантиметра, то я умножаю на 2 петли, исходя из плотности, делю на 1,05, получаю, что мне нужно набрать примерно 100 петель. Расстояние между ушками также перевожу в петли. Получается, что между ушками должно быть 14 петель. Затем от 100 я вычитаю вот эту затылочную часть от общего количества петель. Получаю, что 86 петель у меня останется на ушке и на козырек. Я этот остаток петель делю на 4, получаю 22 петли. То есть будут ушки у меня по 22 петли. И затем мы из этого остатка вычитаем все ушки и получаю, что на козырек у меня останется 42 петли. Но в мастер-классе я сделала 41 петлю и 15, то есть отсюда перекинула одну петлю вот сюда. Я думала, что вдруг буду вязать какой-нибудь узор на козырьке, а это удобнее всего делать на нечетном количестве петель. Поэтому козырек у меня 41 петля, а затылок 15. Итак, мы сейчас вяжем трубу. И сначала сделаем простую шапочку бини, как я уже говорила, а затем к ней подвяжем ушки. И вот по изнаночной стороне у нас видно это прикрепление ушек, по лицевой стороне его практически незаметно. Всю шапочку я вязала спицами 4 мм, а саму кетлевочку спицами 3,5 мм. Для вязания шапочки буду использовать открытый наборный край петель. Для этого я набираю воздушную цепочку при помощи крючка, поворачиваю ее кверху изнаночной стороной. Здесь имеются вот такие вот протяжки.
Я под них ввожу спицу и произвожу набор петель. Всего необходимо набрать 100 петель. Я набрала все петли. Теперь будем замыкать вязание в круг и вязать лицевой гладью. Вешаю маркер, который будет отмечать начало ряда. И просто все петли вяжу лицевой на необходимую глубину нашей шапочки. Я уже провязала шапку на нужную длину. Теперь нижний край подворачиваю вовнутрь. И шапочка получается двойная. У меня получился очень эластичный край. Я укрепила его резинкой. Сейчас у вас в верхнем правом углу экрана всплывет подсказочка. Можете перейти и посмотреть, как этого добиться. Но видео доступно только для спонсоров канала. Поэтому, если вы не спонсор, оформляйте подписку и смотрите, как сделать вот такой эластичный край по шапочке, чтобы она у вас не сползала на глаза и не спадывала. Дальше мы соединим обе части шапочки. Берем спицы на 0,5 мм меньше. Смотрите, по воздушной цепочке остались протяжки из нашей рабочей нити. Мы берем первую протяжку, накидываем на левую спицу и теперь провязываем протяжку и петлю 2 вместе за переднюю стенку. Следующую протяжку также накидываем и вяжем 2 вместе лицевой. И таким образом весь ряд до конца. Я провязала петли и протяжки парами. У меня соединились обе части шапочки. Вот осталась наша воздушная цепочка. И шапочка стала двойной. В следующем ряду мы опять же провязываем все петли парами. Я провязала все петли парами. Количество петель сократилось в 2 раза. Приступаем к вязанию следующего ряда и опять же вяжем все петли парами. Довязала ряд до конца, количество петель сократилось еще раз вдвое. Теперь будем закрывать макушку методом ромашка. Для этого петлю, от которой идет рабочая нить, я сейчас верну в начало ряда. Так, ее снимаю со спицы и надеваю в начало ряда. И теперь смотрите, мы берем вторую петлю, подтягиваем ее и накидываем на эту первую. Берем следующую опять петлю, подтягиваем, накидываем. И таким образом все петли мы должны, подтягивая, накинуть на эту петлю. Я перекинула все петли на петлю. Вот у меня последняя вытянутая петелька. И теперь я вынимаю спицу из петли и должна ее потихоньку, подтягивая, затянуть вот эту вот вытянутую петлю. Хорошенько подтягиваем. Видите, как стянулась макушка. Обрезаем рабочую нить. Вдергиваем остаток нити в петлю и окончательно затягиваем. Остаток ниточки мы сейчас вставим в иголочку и аккуратно еще подтянем вот это отверстие.
Такая красивая макушка получилась. Она называется ромашка. Ниточку нужно спрятать по изнаночной стороне и распустить вспомогательную воздушную цепочку. Распускать ее придется по петельке. Просто выдергиваем каждую петельку. И потом вытягиваем их. Я убрала всю воздушную цепочку. И наша шапочка готова. Осталось сделать ей только ушки и козырек. Вязание начинаем с ушек шапочки. Так как у нас шапочка без швов, берем абсолютно любой край. И сейчас будем поднимать петли. Мы рассчитали, что нам нужно 22 петли. Посмотрите. Вот смотрим по шапочке. Вот видите, она идет косичка вниз. И вот в последнее звено косички я ввожу спицу, подхватив 2 ниточки. Затем берем рабочую нить и вытягиваем первую петлю. Выполняем накид. Дальше следующая косичка. Выполняем накид. Мне нужно набрать 22 петли, и в эти 22 петли накиды не входят. Обязательно смотрим, чтобы в каждую лицевую косичку вводить спицу. Набираем 22 петли. Накиды не считаем. Я подняла петли. После последней петли накид не делала. И всего у меня сейчас вместе с накидами, если считать, то получается 43 петли. Разворачиваем. И сейчас приступим к вязанию полой резинки. Первую петлю я снимаю, а накид, который мы сделали в прошлом ряду, вяжу скрещенной лицевой. Следующую петлю снимаю, нить перед работой. Накид вяжу скрещенной лицевой, а петли снимаю, нить перед работой. Довязала ряд до конца. Разворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Изнаночные петли также снимаем, нить перед работой, а лицевые петли вяжем. И так будем вязать все ряды. Изнаночные сняли, нить перед работой, лицевые провязываем. У нас получится полая резинка. Таким образом вяжем ушко на необходимую длину. Я связала ушко на достаточную длину. Получилось оно у меня 15 сантиметров. Посмотрите, как аккуратно и незаметно выглядит стык самого ушка и шапки. Это лицевая сторона. Но по изнаночной это более заметно за счет того, что мы вязали здесь накиды скрещенными. Теперь нам необходимо сформировать несколько убавлений для того, чтобы края ушка выглядели закругленными. Я сейчас начинаю вязать ряд по рисунку, и последние 3 петли будем вязать вместе. У меня осталось 3 последние петли до конца ряда, и я их просто вяжу вместе лицевой за переднюю стенку. И таким образом мы сейчас должны будем сформировать с каждой стороны 3 таких убавления, то есть вяжем их только в конце ряда. Я убавила с каждой стороны 3 раза. Сейчас на спицах у меня осталось 31 петля, и мы их закроем. Сейчас я рабочую нить уберу назад, чтобы было удобнее закрывать. И будем закрывать, провязывая по 3 петли вместе за заднюю стенку. Я закрыла все петли, обрезала рабочую нить. Теперь мы точно так же вяжем второе ушко, отсчитав петли затылка. У меня на затылок идет 15 петель. И начиная с 16 петли я точно так же набираю
петли для вязания второго ушка. Оба ушка для шапочки готовы. Теперь мы будем вязать сам козырек. Набираем петли точно так же, как и набирали их для ушек. Только когда мы делали ушки, мы держали шапочку лицом к себе и набирали петли, то для набора козырька поворачиваем шапочку изнаночной стороной к себе и начинаем набор петель как бы с изнаночной стороны шапочки. Набираем петли и провязываем один ряд. Смотрите, я уже набрала петли, провязала один ряд, и за счет того, что у нас набор петель идет с разной стороны, либо ушки у нас набираются с лицевой стороны, козырек по изнаночной, то у нас на козырьке больше петель, чем мы рассчитали. И чтобы этого не было, мы сейчас в следующем ряду провяжем вместе 3 петли, так же как мы делали при убавлении на ушках. То есть я сделаю во втором ряду в конце ряда убавку, и в третьем ряду также в конце ряда сделаю убавку, и дальше вяжем козырек уже без убавлений на высоту примерно 9 сантиметров. Посмотрите, я уже связала 9 сантиметров вот от наборного края, и теперь я буду делать убавление по краям в точности так же, как мы делали на ушках. То есть с каждой стороны сделаю 3 убавления и закрою петли. Я довязала козырек. Вот они, такие же убавления, закрыла все петли. Теперь рабочую нить не обрезаем, будем ей же выполнять кетлевку для нашей шапочки. Кетлевку я буду выполнять спицами на пол размера меньше, то есть буду брать спицы 3,5 и крючок, еще мне нужен будет 3,5. Сейчас нам нужно по краю всей шапочки провязать цепочку из соединительных столбиков, за которую мы потом будем вязать кетлевку. У меня уже есть мастер-класс на канале по такой кетлевке, я вам ссылочку добавлю в описании. И здесь сейчас немного покажу, как будем поднимать петли. Вот здесь вот у меня закрытый ряд. Я опускаюсь, конечно же, на ряд ниже и буду набирать набор петель. Но мне нужно подугадать так, чтобы последняя петля у меня вот захватила вот эту вот кромку у пола резинки. То есть вот сюда я должна ввести последнюю петельку. Отсчитываем косичками. Ну и вот примерно вот с этой косички я начинаю. Подхватываю рабочую нить и вытянула петлю. Еще мне нужно будет вспомогательная нитка, чтобы на изнаночной стороне отмечать протяжки от рабочей нити. Иначе мне потом будет трудно поднимать петли по другой стороне. Вывожу крючок на изнаночную сторону. И чтобы протяжка была отмечена, вот так вот кладу теперь между рабочей нитью и крючком контрастную нить. И подхватываю рабочую нить и выполняю соединительный столбик. Ввожу в следующую петлю. Опять же подкладываю контрастную нить и соединительный столбик. Вот так контрастная нить должна подчеркнуть наши протяжки. Все, и теперь спускаемся по краю нашего козырька. Крючок буду вводить в каждую петлю. Вот должна получиться вот такая вот косичка из соединительных столбиков. И на изнаночной стороне протяжки, которые отмечены контрастной нитью. Сейчас мы прокладываем такую вот косичку до центра ушка, а потом я покажу, как сделать завязки. Я довязала до середины ушка. Вот у меня идет косичка. Обязательно следите по изнаночной стороне, чтобы она шла тоже ровно вдоль петли. Я маленько скругляю вот эти вот наши убавления, чтобы их было не видно, они спрячутся внутри. И смотрите, что мы делаем сейчас. Берем и вот эту вот петлю вытягиваем примерно на 50 сантиметров. Вот вытянула петельку на 50 сантиметров.
беру с другой стороны ушко и подхватываю петельку. Дополнительная нить здесь не нужна. И вот таким образом вытягиваю нить. И смотрите, что мы теперь делаем. Вяжем шнурочек при помощи крючка. Это двойная цепочка из воздушных петель. Накидываем нашу двойную нить на крючок и провязываем ее нитью одинарной. Накидываем и провязываем. Все, таким образом вяжем шнурочек, пока у нас не закончится вот эта вот двойная нитка. Практически у меня закончилась уже двойная нить. Буквально делаю последний стежок и петельку от двойной нити накидываю на крючок и провязываю обе петельки. Вот такой шнурочек получается. Мы этот шнурочек укрепим, чтобы он сильно не пружинил, и вернемся обратно к ушку за одним, чтобы не обрезать рабочую нить. Таким образом я переодену крючок. И сейчас в каждую просто петлю цепочки ввожу крючок и выполняю соединительный столбик. Я довязала соединительные столбики. Посмотрите, какой классный получился шнурок. Очень аккуратный. Вяжется быстро и просто по сравнению, если бы мы вязали полый шнур спицами. Смотрите, я теперь отпускаю эту петельку, ввожу крючок в соединительный столбик, вывожу в ту петлю, откуда он выходит, надеваю эту петельку на крючок, подхватываю рабочую нить и продергиваю ее. Все, мы петельку закрепили, рабочую нить вывели. И дальше продолжаем кетлевание. Не забываем подкладывать нашу контрастную нить. Ввожу крючок в следующую петлю по ушку. Обязательно контролирую то место, где крючок выходит с изнаночной стороны, чтобы мы попадали в один и тот же ряд. И таким образом прокладываю соединительные петли по всей шапочке. Не забываем в центре второго ушка связать такой же шнурок. Проложила я воздушную цепочку по всему периметру шапочки. Здесь у меня бросовая нить по второй стороне. Вот у меня первая петля соединительная, которую я набрала. Под нее поддеваю крючок, беру петельку и протягиваю. Все, это первая петля, которую я надену на спицы. Спицы беру 3,5. И при помощи крючка поднимаю следующий соединительный столбик, беру рабочую нить и надеваю петлю. Соединительные столбики подхватываю за обе стенки и вытягиваю петлю, которую надеваю на спицы. Таким образом поднимаю петли по всему периметру шапочки. Я подняла уже все петли, распределив их между прямыми обычными спицами, и теперь необходимо связать 2 ряда лицевой глади. Я провязала 2 ряда лицевой гладью. Разворачиваем вязание. Рабочую нить не обрезаем. Берем крючок и начинаем набирать петли, вводя крючок под протяжки, так же, как мы делали по другой стороне шапочки. Наберем петли на спицы и свяжем 2 ряда лицевой гладью. Я провязала 2 ряда лицевой гладью и по второй стороне шапочки.
Обратите внимание, когда будете провязывать петли по второй стороне, петли, которые мы вязали в начале, лучше всего переодеть на спицы с леской, иначе будет вот здесь неудобно вязать. Сейчас мы будем сшивать вот эти две биечки между собой, вот таким образом. И сшивать будем трикотажным швом петля в петлю. Как выполняется такой шов на моем канале, уже есть подробный мастер-класс, я вам ссылочку оставлю в описании. Так как сам трикотажный шов будет достаточно длинным, и чтобы его сделать без обрыва нити, смотрите, я отрезаю достаточно длинную нить, сворачиваю ее конец в несколько раз. Вот видите, у меня отсюда тянется ниточка в одно сложение, а дальше нить даже в 4 сложения. И вот этот вот конец в 4 сложения я просто втыкаю в ушко иглы. И получается, я как бы шью короткой нитью, мне удобно, и при этом я сошью всю шапочку, не обрывая и не отрезая новую нить. Я сшила всю кетлевочку и пришила козырек к самой шапке. На этом наша шапочка готова. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, всем пока!